ЕС принял решение приостановить действие потолка цен. Казалось бы, как так? Ничего, все нормально, потолок сохраняется. Согласованного в 18-м пакете санкций на целый год, до июля 2027 года. Это окажет сильное понижающее давление на экспорт российской нефти, чтобы Россия не получила выгоду от закрытия Ормузского пролива. При этом сохраняется возможность пересмотреть потолок цен раньше, в случае исключительных изменений на рынке. О чем вообще идет речь? Оптимисты. После Ормузского пролива точка, а не запятая. Да. Ну, пока, когда они писали, был только Ормузский. Не менять же текст, только потому, что там еще что-то закрыли. Смотрите, потолок цен придумали в 2022 году. Придумали его на фоне... Съехавшей крыши? Ой. Тихо. Нельзя. Придумали его на фоне простого соображения, что если сейчас, оказывается, все санкции начнут действовать, и российская нефть, как предполагалось, уйдет с мирового рынка, то это вызовет рост цен. А почему-то другие поставщики из Саудовской Аравии, из Объединенных Арабских Эмиратов сказали: ой, а мы не можем Россию заместить. Как-то, да. Перед принятием этого замечательного потолка двери во дворцах султанов, эмиров, королей не закрывались. Европейские вояжеры со словами: а давайте вы быстренько нарастите добычу, чтобы захватить российский сегмент, получали один и тот же ответ. Вежливый, по-восточному. Ай-яй-яй. Ну, так, если местные идиоматические выражения перевести на русский. Ай-яй-яй. Так вот, но не отменять же санкции, которые ты уже вводил, и которые скоро начнут действовать. Значит, надо придумать как-то так, чтобы российская нефть с мирового рынка не ушла. И вот был придуман потолок. Это, по сути, цена в порту отправления, выше которой нельзя принимать российскую нефть кому? Западной экосистеме морских перевозок. То есть судовладельцам, страховщикам, финансистам, брокерам и всем тем компаниям, которые занимаются обеспечением морских перевозок. А если нефть российская в порту отправления идет в рамках потолка, то есть ровно или ниже, можно брать и перевозить. Ну, вот такая нехитрая была схема. И первоначально все это дело даже работало, потому что разница в ценах была $6. Ну, то есть, условно говоря, $6 вы могли нас заложить на транспортные расходы. То есть по $60 продаете в порту отправления, ну а в порту получения там 65, 66, 67 долларов. Вот. Но в прошлом году Европейский Союз уверился, что все, теперь на мировом рынке избыток предложения, нефти будет много, ее будет настолько много, что просто завались, как гуталина у дядика там Матроскина. Она будет дешевой. Это само собой. Вот сейчас завалит кто-то мир нефтью, а она еще и подешевеет. Красота. И тогда потолок решено было снизить. Ну, тем более там цены падали, и было странно видеть, что цены уже $60, ну, в целом у всех, и потолок 60. Они такие: давайте снижать. Снизили. Но снизили в одностороннем порядке. В том смысле, что была коалиция у них из стран Большой Семерки, Европейского Союза и Австралии. И примкнувший к ним Австралия. Ну, это вообще главный игрок, серый кардинал всего мирового рынка. Вот. Но Европейский Союз решил изменить принципы по этому потолку в прошлом году, не согласуя свое мнение, свои решения с Штатами, Канадой, ну вот с этими прочими. Даже с Австралией не поговорили, хотя, казалось бы. И с тех пор Европейский Союз немножечко ужесточал эту норму. А почему же он ее ужесточал? Наверное, мы нефть стали продавать, там, по $44 там, с копейками, которые они для нас обозначили. Нет. Просто к тому моменту большая часть нашей нефти, которая перевозилась морем, вообще не использовала западную экосистему, поэтому можно было кочевряжиться как угодно, изгаляться в любом виде. Чем, собственно говоря, уважаемые господа в Европейском Союзе и занялись. А тут они говорят: ой, погодите, это ж мы сейчас должны будем поднять потолок. Цены выросли, потолок надо поднимать. У них буквально должно было быть заседание, на котором они должны были, исходя из тех параметров, которые были заложены, поднять потолок. Это как-то, политически близоруко поднимать потолок. Мы так его хорошо натянули, он так прям удобно висит. Специалисты по потолкам из Европейской комиссии решили, что не-не-не. Все равно от этого потолка ничего не зависит. А давайте мы его оставим на этом уровне. Звучит грозно, ни на что не влияет. Красота. Политически красиво. Да, можно выйти, надуть щечки и сказать: да, вот мы Чтобы какие. Россия не получила выгоды.
Правда, тут агентство «Аргус» фиксирует, что наша цена, немножечко выше потолка, так, самую малость раза в 1,5, почти в 2, но это не важно. Понимаете, это не важно. Это вот главное сказать, да, вы видите, вы вот в отличие от всех, тут следим, принимаем, давим. Это все не к тому, что санкции не работают, что санкции ни на что не влияют. Нет, это просто к тому, что когда мы видим заявления европейских политиков, нужно понимать, что они все-таки решают не только задачу, которую они постулируют, там, сдерживание России, там, ослабление экономики, но и свои мелкие политические задачки они тоже при этом решают. И если мелкая политическая задачка заключается в том, чтобы в пакет насовать побольше всяких разных ограничений, желательно ни на что не влияющих, а то, не дай бог, еще по тебе прилетит, то они будут заниматься именно этим. А если можно выбрать какое-то решение, которое будет на что-то там где-то отдаленно давить, но ты будешь раздувать из этого решения что-то вселенского масштаба, говорить, смотрите, мы тут вот, видите, Россия не получит выгоды от перекрытия Ормузского пролива. Но погодите, Россия уже получила. Погодите, не надо вот этого. Не получит. Мы сказали, мы потолок установили. Запретим солнцу светить над Россией в ночное время. И ветер, если дует со стороны России, это значит экспорт энергоносителей надо пресечь. Строим огромную стену. В общем, в запасе еще много творческих инициатив. Это где-то в районе 30-го, мне кажется, пакета. Там ограничение поставок российского ветра. Кстати, а если солнце? Вот надо посмотреть. Солнце же с востока идет, а Россия на востоке. Опасно. Это очень опасно. Опасно, да? Елки-палки. Ладно, тогда все. Ждем 30-й пакет, пока это все не трогаем. Идем дальше по 21-му пакету. Запрет на транзакции. Давайте цитату про запрет на транзакции. Ряд российских портов и аэропортов подпадают под запрет на транзакции. Кроме того, запрет распространяется на нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие российскую нефть. В том числе на нефтеперерабатывающий завод «Кулев». Этот запрет вступит в силу с 6-месячной задержкой, чтобы у завода было время отказаться от российской нефти. После оценки, проведенной комиссией, Совет примет решение о необходимости включения завода в санкционный список. Кулев, он где? Это первый в истории Грузии нефтеперерабатывающий завод на территории этой республики. В прошлом году его, по-моему. Да, совершенно свежий. Причем его открыли, доводили до ума технологический процесс. То есть он, грубо говоря, где-то зимой этого года начал работать на 100% мощности. И вот такой подарок. Очевидно, это прибавит симпатии Грузии к всем тенденциям объединения с замечательным Европейским Союзом. Это просто точно. Симпатии станут больше. Первый завод меньше года проработал. Но он там мощность что-то 1 200 000, где-то так. Какой-то он небольшой. Он небольшой, он прежде всего для собственных потребностей. Больше-то соревноваться, допустим, с Азербайджаном, с заводом в Баку, смысла нет. А зависеть от импорта, все-таки нефть покупать проще, чем нефтепродукты. Это, если что, про мощность завода. Я упомянул, чтобы показать, что, мягко скажем, это не самое крупное предприятие, занимающееся переработкой российской нефти. Но тут надо напрячься, наверное, каким-то индийским предприятиям, которые занимаются переработкой. Насколько приятно Грузии вот это. Ее же зазывали изо всех сил Евросоюз. Видите, какие у нас замечательные правила. Вы открыли завод, а мы закрыли завод. Так нет, просто покупайте нефть у приличных людей. Ребята, а где нефть брать? Так, просто покупайте нефть. Рыба будет, ты жарь, как говорилось в известном анекдоте. Примерно такое предложение здесь и выдвинули Грузии. Может быть, они рассчитывают, что за 6 месяцев Ормузский пролив откроется, все нормализуется, но в крайнем случае всегда можно купить нефть у Азербайджана или у Казахстана. У Казахстана, да, вариант. К Казахстану мы еще, наверное, коснемся сегодня. Система транснефти работает и с Казахстаном, и с Грузией, так что, варианты возможны. 1 миллион тонн того, найдут. Чтобы поставлять нехорошую нефть Юрлс, будут поставлять хорошую нефть CTS. CTC. CP. В общем, казахстанскую нефть. Или Кебко. Всегда можно поставить какой-нибудь Кебко. Ирония заключается в том, что казахстанская нефть Кебко – это просто маркетинговое наименование, которое в 2022 году появилось, чтобы никто не догадался, что это такой же Юрлс. А по составу один в один. Юрлс, Кебко, близнецы-братья. Не отличишь. Но в гриме не узнать. Да, то ли Иннокентий Смоктуновский, то ли... Кто там еще был? В общем, кто-то еще был. Кто-то из них. Далее.
Значит, теневой флот и трейдеры. По ним тоже наносится невероятно мощный удар. Если что, понятное дело, что мы в несколько ироничном ключе это подаем. Понятно, опять же, что на уровне каждой отдельно взятой компании, против которой вводятся ограничения, то есть на уровне нефтеперерабатывающих заводов, включая белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на уровне отдельных компаний, которые расположены в разных странах мира, которые занимаются поставками российской нефти, все это действительно очень сильно усложняет работу. Вплоть до того, что какую-то компанию придется просто закрыть. Ну и в том же помещении открыть новую компанию. Это, как вы понимаете, сложно. Это требует определенной бюрократической работы. То есть на низовом уровне все эти ограничения, безусловно, создают большое давление. Вопрос лишь в том, создают ли они неприемлемое давление на уровне всей отрасли. Поскольку мы с Александром вынуждены говорить об этом 21 раз, сохранять серьезное выражение лица все сложнее. Так вот, давайте цитату про теневой флот, наверное, на экран выведем. Теневой флот, еще 41 судно в дополнение к 632, уже подпадающим под санкции, и, видимо, ничего не перевозящим, которые будут лишены доступа в порты и права на получение услуг. В общем, внесли они. Критерии включения судов в санкционный список расширены, чтобы впервые затронуть суда, оказывающие услуги этим судам. Также под санкции подпали 5 бункеровочных судов, которые регулярно заправляли уже внесенные в санкционный список танкеры. Какие безобразники. Нефтяные танкеры, значит, тоже подпадают под ограничения. Пакет санкций расширяет список нефтяных... трейдеры, прошу прощения, танкеры, трейдеры, танкеры, все смешалось. Трейдеров, на которых распространяется запрет на сделки, учитывая их роль в торговле российской нефтью в обход санкций ЕС. Ой, господи. Еще 182 742 ведра и золотой ключик у нас в кармане. Тут какой момент? 41 судно. К тем вот более чем... Я даже не знаю, как это прокомментировать, потому что такое впечатление, что раз за разом приходится повторять одно и то же. Вот просто одно и то же. Притом, зимой были приняты самые жесткие санкции, самые чудовищные санкции. Позапрошлой зимой были приняты жесткие, самые чудовищные санкции, включавшие... Санкции из ада. Это в Штатах. Это в Штатах. В Европе они без протокола. Я понял. Да. Так вот... Там 150 судов попали под санкционные ограничения. В списке уже 632 судна. Теперь еще 673. Давайте округлим. 700. Скорее всего, там в следующем 22-м пакете их будет столько, что получится 700. Да? Да. Судя по всему. Опять же, 41 судно, включая 5 бункеровщиков. То есть, если до этого они говорили, да-да, мы сейчас все танкеры поймаем, мы весь этот теневой флот посчитаем, как козленок в известном мультике, мы всех посчитаем. И тогда И ведь на полном серьезе обсуждалось, что, смотрите, это же чудовищные санкции. Сейчас все, танкеры перестанут плавать, ходить. Или что они там делают? Споры по этому поводу среди людей, занимающихся морскими перевозками, до сих пор ведутся. Плавают они или ходят? Насчет козликов не спорят. Заметьте. Так вот. И как дела? Просто, скажем, зимой можно еще было писать о том, что да-да, смотрите, сократились поставки российской нефти. Зимой они, правда, всегда сокращаются. И очень удобно зимой писать, что они сократились, особенно если вы сравниваете с летом. А сейчас как? Поставки находятся на рекордном уровне, сообщают западные издания, которые пристально следят за нашей статистикой, за нашими поставками. Они свели список морских судов, которые не пользуются услугами ни трейдинговых европейских компаний, ни страховых компаний, не заходят в европейские порты. Что это изменило? Да ладно. Так вот, то есть, получается, из этого списка 36 судов, 5 бункеровочных мы убираем. Бункеровочные – это заправочные суда. 36 судов, видимо, это танкеры. Хорошо, будет, округлим еще раз, будет их 700. Споры о том, сколько там в этом теневом флоте, ведутся до сих пор. Первоначально, кстати, говорили, что 600. Потом, наверное, 800.
потом 1200, сейчас 1400, 1500 говорят. Ребят, у меня плохие новости. Видимо, санкционный вот этот, прошу прощения, потенциально санкционный теневой флот, он продолжает расти. И так может получиться вскоре, я не настаиваю, но может так получиться, что объем теневого флота окажется больше объема не теневого флота. Не теневой, в целом у нас танкеров порядка 6-7 тысяч в мире. Порядка. Соответственно, теневой флот – это уже заметная величина. А почему? А потому что Россия – это крупный заказчик. И если вы запрещаете своим судам перевозить российскую нефть, найдется много желающих, которые через вторые, третьи, десятые руки будут оказывать эти услуги по перевозке российской нефти. Но опять же... В результате вы обидите свои европейские компании-судовладельцы и страховые компании. К ним не будут обращаться за услугами. Кстати, об этом. Самая интересная часть – СПГ. Давайте соответствующую цитату. Как раз мы к европейским судовладельцам подошли. Переброска СПГ в третьи страны и закупки, связанные с переброской, значит, это отдельный пункт, вводится временное исключение сроком на 1 год с возможностью продления для обеспечения правовой определенности. Исключение действует при условии строгой отчетности и соблюдения требований по объему. О чем речь? Европейские власти запрещают российским покупателям, располагающимся на территории Европы, российским покупателям российского газа, располагающимся на территории Европы, покупать российский газ. То есть не европейцы отказываются от российского газа, а европейские власти запрещают покупать. И с 1 января СПГ должны были прекратить. 1 января 2027 года должны запретить полностью импорт российского сжиженного природного газа. И тут, когда соответствующее постановление появилось, компании вроде Total Energy, вроде греческих судовладельцев стали задавать вопрос. А вот могли бы вы пояснить, запрет на поставки в Европу означает, что вот этот газ запрещено поставлять в третьи страны? Или мы, Total Energy, греческие судовладельцы, а также кипрские, мальтийские и прочие присоединившиеся, можем поставлять российский сжиженный природный газ в третьи страны? А что это они забеспокоились? Total Energy, например, до последнего времени является акционером проекта Ямал-СПГ. И в соответствии с уставом, на ту долю акций, которая у него есть, он может забирать готовую продукцию. И глава Total Energy задал вопрос милой даме, которая руководит Еврокомиссией. Я забираю свой газ, или он при этом российский? По документам он мой. Я для того, чтобы этот газ появился, вложил деньги. Ответа не получил до сих пор. Нет. Они первоначально говорили, что, смотрите, мы говорим про газ российского происхождения. Поэтому любой газ, который произведен на территории России, запрещено брать, поставлять вообще куда-либо. После чего греческие судовладельцы, науськанные Total Energy, подходят и говорят: ребят, при всем уважении, вот прям вы такие молодцы, такие мудрые руководители, но, понимаете, вот у нас есть танкеры, которые пригодны для перевозки СПГ. Это танкеры ледового класса, высокого ледового класса, Арк-6, Арк-7, по-моему. Это специальный класс, который так называется, Ямал-Макс. Он в международной классификации так идет. Угадайте, почему? Кроме как на Ямале, эти танкеры использовать больше негде. Вот мы сейчас обеспечиваем перевозку части газа, который производится на Ямале. И вот как только вступит в силу ваше решение о том, что нам запрещено перевозить этот газ, мы будем вынуждены просто продать эти танкеры. Они просто поменяют флаг и точно так же будут перевозить российские СПГ. Просто мы не будем зарабатывать деньги, а вы не будете это контролировать. Как вам? Ой, сказали могучие дипломаты из Европейского Союза. Сюда надо отдать должное, уникально для того, чтобы проходить по классификации на Арк-7. Они стоят в 2 раза дороже. Это совсем другой корпус судна, другая система пропульсии и так далее, и так далее. Они и в эксплуатации в 2 раза дороже. То есть они требуют в 2 раза больше топлива. Найти случайного покупателя, который захочет их приобрести, не получается. Их можно приобрести только для того, чтобы работать в Арктике. В условиях, которые предоставляет полуостров Ямал или же полуостров Гыдан. Выбирайте.
То есть это абсурдная ситуация с точки зрения европейского бизнеса, но, правда, они за последние года 4 уже к этому привыкли, но не смирились. Понимаете, вот привыкнуть и смириться – это все-таки разные вещи. Вот они привыкли к тому, что их интересы вообще никого не беспокоят в Брюсселе. Ну, мы запретили, а вы как-то, знаете, мы выкрутились, теперь ваша очередь. Не выкрутились южные корейцы, потому что они по контракту с Новотеком построили суда класса Ямал-Макс, и на момент, когда их надо было просто отдать заказчику, возникли санкции. В результате штраф со стороны Новотека. А где заказ-то? Некоторое недоумение у корейцев. Вот стоят суда. Что бы с ними сделать? Продать их в 2 раза дешевле, но все равно не купят, потому что эксплуатационные расходы в 2 раза больше. Суда стоят, Новотек без танкеров-газовозов, корейские судостроители без денег.